Всем привет! Мы с Ларри Псом отправляемся в новое большое плавание. Самое большое. Так далеко мы еще не плавали никогда. Просто интересно узнать, что находится там вот на горизонте этой небольшой речки. Это Волга, но чаще всего это место называют Жигулевским морем, потому что такие объемы воды огромные. От берега до берега больше 10 километров, где-то 13. А нам нужно будет пройти еще больше 20 даже, потому что мы вдоль реки поплывем и упремся в берег потом. Там вроде как должны быть горы. Невысокие такие, ну, скорее холмы. Но интересно будет посмотреть все равно. Быстренько накачали лодку там на пляже. Ну, там людей было много. Мы смотались оттуда. А тут вообще никого нет. Ни лодок. Совершенно никого, мы одни. Правда, мне не нравится, что у нас лодка почему-то спустила чуть-чуть баллоны. Возможно, от холодной воды. Сейчас нужно будет добраться вот до этого острова, сделать пит-стоп, проверить лодку. А мы так далеко не уплывем с тобой. У нас моторчик маленький наш. Не знаю, как мы долго будем плыть, но по моим предположениям больше 4 часов мы, скорее всего, будем добираться до места назначения. Ну ладно, это все равно быстрее, чем на веслах, как мы раньше плавали. Хоть такой мотор у нас есть. 6-7 километров идем против ветра, против волн. Неплохой результат, я думал, будет меньше. Получается, по ветру мы пойдем около 10 даже. Это мы в полсилы плывем. На веслах уже эта лодка неподъемная, конечно. Очень много у нас груза. Еще, может, она спущена, из-за этого так тяжко. Сейчас накачаем. Интересное место. Конечно, тут не порыбачишь. Очень мелко. Где-то метров 200 от острова только начинается уже глубина. Даже березки тут как-то занесло сюда. Ну, рыбки плавают. Скорее всего, судак ночью сюда тоже заходит. Попитаться всеми этими мальками. Ларе жарко, наверное, на солнце. Но так вообще не очень жарко даже. Прохладненько, можно сказать. Лето холодное в этом году. А тут затишье такое. Вода спокойная. Так, лодка, я не понял, что ты. Скорее всего, я надеюсь, просто от холодной воды. Водичка, да, не теплая. Сейчас мы ее подкачаем, и будет все хорошо. Мне нужно подкрепиться, Ларри пес. Мы еще... Ляг. Ляг. Ясно. Мы еще ехали 1,5 часа. Потом я лодку накачивал. Так что я потерял все калории. Да. В общем, узнали, что есть в Самарской области такое село интересное под названием Подвалье. Красивые места. Ну и, возможно, хорошая рыбалка там, может быть. Вот решили туда сгонять. Но добираться далеко, никак ближе не подъедешь. Можно, конечно, там еще на машине ехать 2 часа, но лучше на лодочке покатаемся. Мы еще будем плыть, спиннинг покидаем. Тем более, если волны, ветер нас будут толкать. Кстати, сейчас мы посчитаем, если средняя скорость 7 км в час у нас будет, то 20 км мы преодолеем за 3 часа всего лишь. Если я не разучился считать еще. Да. Но мотор не будем загружать на 100%, чтобы он нас не крякнул. Нам еще обратно надо как-то будет добраться. Это, кстати, тот остров, где мы сажали овощи в прошлом году, летом. Но все загнулось, такая жара была. Надо было поливать. Надо было поливать, говорю, постоянно. А ездить очень далеко.
Так, что ты плавник будешь надевать? Ладно, будем тонуть, наденешь. Я пока тоже так в футболке сижу. Ну все, отчаливаем. Прыгай, прыгай. Все, прощайся с палкой своей. 20 километров. Сейчас надо с духом собраться. У нас бензина даже 2 канистры. А вторая тут. Хух. Ну, поехали. Идем по нужному курсу, Ларри пес. Все правильно. В каких-то глубоких местах будем останавливаться иногда, чтобы моторчик у нас отдыхал. Ну и сами покидаем спиннинг, может поймаем кого-то. 16:30 время. 17, 18, 19. Я думаю, к 7 часам мы придем. Все, моторчику даем отдохнуть. Потом мы его заправим. Сами пока покидаем спиннинг. Расчехлим. Тут, по идее, старое русло Волги проходит. И глубины должны быть гигантские. Ну и рыба тоже. В них должна жить огромная. Тишина, кстати, такая стала. Без ветра. Завтра обещают штиль. А вот, видимо, он к нам приходит. Так давно на спиннинг уже не рыбачил. Последний раз, наверное, прошлой осенью. Но впечатления хорошие остались, от когда мы окуней ловили. И когда в грязюке застряли по пояс. Так, что у нас тут? Мы ловили с тобой вот на эту штуковину. Или на зеленую. Вроде на желтую. На нее и попробуем. Может, у нас окунь будет запеченный. Еды много не брали. Хотелось вообще поменьше груза взять. Тяжкого. Якорь не брали, например. И все равно получилась вот полнейшая лодка. С каждым разом что-то все тяжелее и тяжелее. Все надо, потому что без стула, ну как, без стула можно рыбачить. Без палатки. Нет, когда-то я мог, конечно, без стула и без палатки. 10 лет назад. Без еды, без воды. На сутки уехал, потом вернулся. Еще на вечернюю рыбалку собрался. Сейчас, если я так сделаю, мне полгода надо будет в санатории лежать. Все, плавает рыбка. Вон туда ее. Тихо, не буянь, не буянь. Все, рыбки нет. Сетей вроде тоже нет. Потому что там мы оплывали прям зигзагами все эти сети. Ох уж эти промысловые рыбаки. Ну, тоже надо, что ж. Рыба, которая в магазин попадает, ее же кто-то ловит. Вот они и ловят. Тут в том году всплыл сом огромный. Где-то в Жигулевском море. Новость была. Вверх брюхом всплыл, его чайки уже клевали. Мимо проплывал кто-то, и вот его сфотографировали. Огромный, около 100 килограмм. Значит, они тут есть. Правда, поймать их почти невероятно, таких огромных. Но скоро попробуем на сама тоже порыбачить. Я уже плетенкой запасся, толстый, вот не такой вот. А толстенным шнуром там до 40 килограмм выдерживает. Ну, как раз нам 40 килограмм сом пойдет. Крупнее не надо. Ну что ж, рыба никак себя не проявила. Пойдем дальше. Моторчик у нас остыл как раз.
Нам нужно успеть добраться до темноты, расположиться. Место еще найти хорошее для рыбалки. Порыбачить еще успеем. Держись, поплывем. Давай вперед туда вот. Ларипес. Капитан Ларипес. Нам вот туда. Я уже вижу эти горы. Совсем близко вроде бы. Но еще плыть и плыть. 12 километров показывает. Ну где-то часа полтора-два. Доберемся. Все, Ларипес, перекур. Где мои бананы? Тут еще плыть 4 километра. Кажется, вот уже рукой подать. Горы видны. А еще плыть и плыть. Там вот какой-то корабль огромный, что ли. Или мне уже голову напекло просто. Но там пристань, порт. По идее, там могут плавать пароходики. Сейчас доберемся, увидим. Солнце пока еще не заходит. Время как раз 7. Но мы еще полчаса будем плыть примерно. Да, вот это мы уплыли с тобой. Ё-моё. Мотор пока хвалить не будем. Он просто выполняет свою работу. Еще обратно ему плыть. Но мы неплохо так приблизились. Видно белые меловые отложения на горе. Известняк, мел. Сейчас поближе подкатимся. Пока еще плохо видно. Смотри, мы где очутились, пес. Как тебе местные красоты? Под нами около 15 метров. А до берега совсем близко. Тут, наверное, рыбы. Правда, вот какие-то поплавки торчат. Ну, очевидно, это сеть. Надо как-то ее оплыть сейчас аккуратно. Да ё-моё, как нам ее оплыть-то? Вон к тому бакину тогда пойдем, наверное. Нет, лучше к берегу пойдем. Заглушу на всякий случай. Ну, вроде не проходит тут сеть. И дна еще не видно. Но мне интересно пройти вот туда дальше. Вдоль берега. Пляж галечный. Я первый раз такое вижу. Не песочный, а вот из этих вот камешков. Вот это да. Ну давай выйдем, посмотрим, понюхаем, чем он пахнет. Все еще дна не видно. А мы уже в 5 метрах от берега. Ты впечатлен, пес? Смотри. Гора. Или тебе все равно? Лишь бы еду давали здесь. Ныряй. А, вот и дно. Только на самом берегу. О, прохладненькая водичка-то. Так, лодка не уплывай, давай. Так не воткнешь, как в песок. Вот это да. Ох, больно ходить. Мы куда попали с тобой? Тут песка нет вообще. Смотри, тут что вместо песка дают. Камушки. Эх, лодка сейчас уплывет.
Камушки это даже лучше. Песок прилипает постоянно. Пачкает. Мы фактически приплыли уже, но нам нужно, наверное, чуть дальше пройти. Просто потому что интересно, что там дальше. Ну и тут, конечно, весь вид портят вот эти вот бутылки, плавающие, сети. Так что мы еще пройдем подальше. Да, глубина тут ого-го. Сейчас я просто гляну. Там где-то было около 30 метров. Мы проплывали вот это место. Да, 30-31 метр. 30 метров глубина. Это 10-этажный дом можно погрузить под воду и жить там. Правильное решение. Пойдем дальше. Вдоль берега пройдем еще сколько метров. Давай посчитаем. Не будем ничего считать, просто пойдем и все. Я читал, что где-то здесь находят постоянно вот в этих вот породах, которые осыпаются, в них находят окаменелости динозавров водных, ихтиозавров всяких. Очень редкие виды иногда находят, которые только здесь плавали. Но вот они, видно, здесь и жили, на этой глубине. Ну, тут тогда океан был какой-нибудь огромный. Сейчас вот просто речка осталась. Не хотелось просто запутаться в этих сетях. Поэтому пойдем прогуляемся на веслах. О, солнце, хорошо. Не думал, что буду скучать по солнцу сегодня. Очень непросто сюда, кстати, добраться. И вот тут людей потому нет. Ну, а сети вот местные ставят. Тут деревня небольшая. Население 300-400 человек всего. Рыбки прыгают. Рады нас видеть. Вон прям у берега. Спиннинг есть. Можно будет ночью покидать. Возможно, судак подходит. Ларри, пес, ну погоди. Совсем чуть-чуть осталось. Совсем немного. Вот до деревьев и хорош. Я думаю, дальше незачем плыть. Лепота-то какая. Странно, что нет ни лодок. Вообще мы никого не увидели сегодня. Может, тут нельзя ни плавать, ни рыбачить. Можно только сети ставить. Солнце, давай садись, чтобы нам в глаза не светило. Хотя мы спрячемся, да, сейчас за деревом. Это мы сейчас, получается, 8 часов, и мы потратили весь день. Ну как потратили? Провели с удовольствием, чтобы просто до сюда добраться. Но оно того вроде как стоило. Одни только виды тут какие. Если еще и рыбу наловим. О, действительно, там какой-то кораблик стоит. Но я пока ничего не вижу за этим солнцем. Сейчас, думаю, будем выходить уже. Ну, тут осмотримся, можно дальше проплыть, если тут не очень. Вот первая лодка, которую мы сегодня увидели. Сетки, да? Серьезно, такое место прекрасное, все заставлено сетками. Ну, сейчас дядя пойдет проверять, что у него там попалось. Сейчас выйдем, малость пройдемся пешочком. Если там тоже стоят эти бутылки, тогда будем где-то здесь тормозить. Давай, катапультируйся. Разомнем ноги. Первый раз такое вижу. Такое количество камней. Ого! Тут залив. Ничего себе. Тут рыбы-то сколько должно быть. Просто тишина. Птички плавают.
Посмотри. Шикарнейшее место. Глубоко наверняка. Табличка, потом подойдем, почитаем. Вот это красота. Пока нужно найти место, где мы расположимся. О, давай туда вот сходим. Какое же классное место для рыбалки. Вот сюда вот накидать ведро прикормки, соберется вся рыба вот с этого залива. Может быть, правда, прямо здесь и рыбачить? Туда вот забрасывать. И никаких тебе сетей. Здесь и палатку можно разместить. Интересно. Наловим ли мы только там кого-то? Выглядит, как будто рыба там может жить. Тут тропинка, смотри. Значит, кто-то иногда приходит и уходит. Ох, люди, ничего себе. Там вот на самой горе, на вершине горы. Так, что же нам делать? Много хороших мест, везде, конечно, хочется попробовать. Но выбрать нужно только одно. Опа. Куда? Твое место там. Кажется, я придумал, где мы будем сидеть. Но нужно проверить, нет ли там сеток. Как у тебя со зрением, ларь-пес? Я вижу лошадь, а ты? Так, вот это, очевидно, сеть, конечно. Весь вид портит. Но вот чуть дальше вроде как уже пусто. И вот туда-то мы и будем бросать тогда. Вот с этой позиции. Что это? Мусор просто какой-то. Приятного вам путешествия. Вот спасибо. Да, вот сеть уходит туда, а мы будем бросать сюда. Все, вытряхиваемся на берег. О, мы, получается, в две стороны будем рыбачить. Вот в тот залив и сюда. И будет замечательно. Комары совсем охамели уже. Прокусывают штаны насквозь. Смотри, у тебя что на лице. Мы тут любовались пока красотами местными. Какие-то щуки ныряли или что-то, ну такое крупное. Они тут и есть наверняка. Ух, не терпится удочки покидать. Но сначала надо все это разгрести на берег. Палатку. О, садок главное наполнить хоть чем-нибудь. Да на стульчике посидеть. Что, будем рисковать сюда фидер забрасывать? И надеяться, что там нет никаких коряк подводных. Ну и сюда тоже. Надеяться, что нет сетей. К табличке, может, уже и не пойдем. Муха подлетела, почитала. Нам передаст потом. Мы лучше займемся рыбалкой. Самый ценный рюкзак у нас с червяками. Фух. Надо еще как-то умудриться рогульки воткнуть в эти камни. О. Ну ничего, вроде торчат. Сейчас что-нибудь, что не очень жалко, в качестве разведки туда пульнем. Если он выживет,
Пульнем еще одного. Пару червячков для начала. Пока так, без корма, без ничего. Закинем. Потом уже месить будем. Там очень мелко оказалось почему-то впереди. Что-то дальнобойное может взять, кинуть. Пока вот сюда вот запульнул. Рыба вроде плещется. Сейчас ларипес, если не распугает ее всю. Ари, все, пойдем давай. Колокольцо повесим. Может и клюнет. Основная надежда, конечно, вон в эту сторону будет у нас. У тебя клювало там, кстати. Пару раз дернуло. Давай там следи, я пока здесь буду. Так, это номер раз. О, клюет, клюет, клюет. Нет, ничего не оказалось там. А здесь гигантская глубина. Около 10 метров, хотя я не так далеко забрасываю. Это у нас получается рыбалка на белых камнях с тобой. Так, все, удочки не задевай. Я буду забрасывать пока остальные. Шапку не видел. Это у нас такое теплое лето. Без шапки никуда. Ветер поменялся, кстати, стал юго-западный. Нам такой ветер нужен будет завтра. В спину. Что, прикормку надо месить. Я там кашу сварил дома, горох. Сейчас все это будем кидать. То без прикормки, кажется, мартышкин труд здесь будет. А я вот не знаю, камни это хорошо для рыбы или нет. Я не рыбачил ни разу так. Возможно, в камнях не растут никакие водоросли. Тогда и рыбе тут делать нечего будет. Ну, мы от нас сделаем все зависящее. Там уж как пойдет. Камни еще легкие такие, как будто они пористые внутри. Ай, на вот камушки. Вкусные. Бери, бери. О. А я пока прикормку буду делать. Ладно, ларипес уговорил. Сначала тебя накормим. Сегодня такой скудный ужин. Походный вариант. Зато очень много. Все надо съесть, все надо выпить. Чтобы завтра мы налегке были. Сейчас всю рыбу соберем. Такая рассыпчатая получилась, хорошая прикормка. Тут же не зря люди сети ставят. Значит, они что-то знают. Фух. Ура, я сижу, ларипес, отдыхаю. У нас тут стремительно стемнело уже, пока я копошился со всеми удочками. Ну, все сделал, зато как надо. 4 штуки здесь и 1 с той стороны. Ну, там что-то все в траве цепляется. Будем рыбачить здесь в основном. Ну и пока тишина. Пару раз теребонькнул, но это несерьезно, я считаю. Кстати, да, мы тут походили. Я деревяшек много нашел. Можно будет сделать костерчик, чтобы погреться. Ночка не самая теплая. Хотя уже 12 часов. Тут до утра-то рукой подать. Надо будет еще приготовить ужин. Пора доставать печку, я считаю. Что-то перекусить, чтобы продлить наше существование до утра хотя бы. Так, стоит. Всяких овощей понабрал. Сейчас мы их попробуем пожарить. Если получится, то будет у нас обед ночной. Давай, шишка, грей меня. Во. Удивительно, я думал, будет клевать. Сразу как мы приедем, вся рыба сбежится. Сейчас я поем быстренько и будем какие-то меры предпринимать.
По активизации клево. Костер нужен будет обязательно. Иначе я тут покроюсь весь соплями. Картошку порезал. Свежую этого года. Попробуем. Чего только нет у меня тут. Кабачок, перцы, томаты, огурец. Правда, я последовательность не знаю. Будем импровизировать. Ну, по идее, картошка дольше всех жарится. Ее в первую очередь я покидал. Затем все остальное одновременно, наверное. Так, у меня была ложка. Ты спишь? Это правильно. Завтра клев будет. Надо силы поберечь. Сейчас пока рыба тоже где-то спит. Еще тебе жестко спать на камнях? Сейчас я тебе темную материю постелю. Давай. Я, конечно, сам хотел на ней сидеть. Но, видимо, тебе нужнее. На. О. Ляг. Все, у тебя есть спальное место. А мне, видимо, не придется поспать. Палатку мы зря везли, скорее всего. Сейчас пока сделаем костер. Сидим, погреемся, там уже и сон пройдет весь. Спокойно готовим ужин, наконец-то рыба нас не отвлекает. Ну, похоже, что овощи готовы. Некоторые даже уже больше, чем просто готовы. Можно употребить. Кукурузу кинул, томаты, перец. Давай, ларь, пес, спокойной ночи. О. Хорошо, под гитарку. Не знаю, слышно? Должно быть слышно. Ну что, ларь, пес, я могу сказать. Все было достаточно вкусно. Мне понравилось. Я забыл про тушенку совсем. 2 банки было. На завтра оставим. Неприкосновенный запас будет, если мы тут застрянем вдруг. Будем питаться тушенкой. Этот залив, кстати, раньше использовали как убежище для кораблей, которые попадали в шторм. Они вот сюда заходили и могли тут спрятаться. Но мы пока не попали в шторм. Мы по своей воле сюда приплыли. Время 2 час. Слышишь? А у нас ничего не клюет. До сих пор столько времени уже. 1, 2, 3, 4 закидушки, и там 5-я. Есть еще одна, но какой смысл? 55, наверное, надо было привозить. Удочки на всех дистанциях. И далеко, и недалеко, и близко, и не близко. Результат везде один пока. Ладно, пойдем за древесиной. Печка что-то не греет совершенно. Сидеть до утра еще долго. Сейчас будем греться, ларь, пес. Такое количество деревяшек нам удалось найти. Может, еще есть? Я уже не вижу ничего. Но эти достаточно качественные, большие. Долго должны гореть. Вот так вот. А, поджечь надо еще. Лодка не сгорит у нас? Нет. Вот это другое дело совсем. Печка — это просто огонек, а костер — это жар. Как тебе нравится наш костер? Один раз даже клюнуло что-то.
Я аж не поверил своему всему. Рыбка, наверное, задела, проплывала мимо. Ух. Там галька стреляет, кажется. Костер прогорел, мы его второй раз закинули. Но больше подкинуть уже и нечего особо. Понемногу светает. На поклевок так мы и не дождались за целую ночь. То, что там пару раз дернуло, это, оказывается, мышка была летучая. Мы ее потом засекли на месте преступления. Сейчас буду все перебрасывать. Пробовать другие какие-то глубины, что ли, дистанции. Чайка летает, она как мы. Пытается что-то поймать, но ничего не получается. Да, удивительно это все. Походили, спиннинг покидали. Ничего, никого. На закидушку. Ну, какие-то одиночные, очень редкие поклевки бывают, и все. Как будто непригодная среда для жизни рыбы здесь. Из-за вот этих камней. Чё, птица, тоже голодаешь? Может, сейчас потеплеет, с утреца начнет клевать. Вся надежда на это. Ну что ж, сейчас задача поймать хоть какую-нибудь рыбу. Хотя бы ерша. Ё-моё. Вытащили удочку, там сидит такое вот чудо. Кто это вообще? Что-то неизвестное. Бычок какой-то, подкаменщик. Наверное. А ради тебя, садок, мы не будем доставать. Отправишься обратно. Чё, ларипёс, как рыбалка в этот раз? Так себе, да? Сколько сидим, одного бедного бычка вымучили. Больше он не клюет. Молчит бычок. Воды в рот набрал и молчит. Я вот смотрю на эти камни, на воду, на закидушки, которые молчат уже 10 часов у нас. Напрашивается поразительный вывод, что рыба здесь не живет. Все караси, лещи, ну такие карповые рыбы, они же любят покопаться в грязюке, в песке, мотылей там поискать. А тут кроме камней питаться нечем. Их это не особо устраивает. Ну такого не может быть, что раз, два, три, 5 закидушек у нас. 10 часов стоят и ничего. Случайно один вот бычок вылез наружу. И то он не клевал даже толком. Сейчас солнышко пригреет водичку. Мы еще посидим, посмотрим на поведение рыбьи. Может, кто-то очнется, будет клевать все-таки. Если нет, то пока утренний клев еще возможен, поплывем на лодке. Будем спиннинг бросать. Кого-то мы должны поймать все-таки сегодня. Рыбак подходил, говорит, что тут делаешь, тут рыбы нет. Вот примерно как я и думал, что тут лещ, карась просто не живут. В общем, с местом мы не угадали в этот раз. Потихоньку скрючиваем удочки.
Вот лучше как он порыбачим. На блесну, на спиннинг. Пока еще нет такой жары. Хотя вот тут пустые крючки даже, но это все не имеет смысла. Там бычки, наверное, какие-то малявки сидят, склевывают. Ну что ж, место, конечно, очень живописное здесь, но в плане рыбалки совсем ноль. Че, ларепёс собирается плыть? Ой, я только что заметил, там вот на горизонте видны Жигулевские горы. Ну, до них еще топать километров 40. Так что не в этот раз, скорее всего. У нас сейчас, по идее, лодка должна быть полегче сильно. Мы столько всего съели. Не-не-не, рановато. Сейчас я все сложу. Рыбы нет, хорошо, налегке поедем. Хотя, может, не повезет, еще поймаем кого-нибудь крупного. Лодка накачана. Что-то мы еще забыли с тобой, кажется. Давай походим, посмотрим. Пойдем посмотрим, походим. Походим, посмотрим, пойдем. Все, полный бак, летим. Бычку под каменчику спасибо, что клюнул. Возможно, это будет наша первая и последняя рыба на этой рыбалке. Сегодня будем против ветра идти, получается. Вот пока он не сильный, я хочу как можно больше проплыть. Плыть нам вот до того горизонта, который едва виден. Ну, опять 20 километров, в общем. Ё-моё, ларепёс. Пришлось вернуться. Ему приспичило в туалет. Не дам больше тушенку тебе. Давай быстрее. Ура, преодолели мы 90% пути примерно обратного. Спиннинг так и не бросали. Ларепёс крепко спал, так я его не стал будить. Да и я тоже спал. Просто плыли и плыли. Но рыбалка получилась в этот раз совершенно неудачная. Но очень хотелось съездить на разведку в то место, посмотреть, что там происходит. Ну вот съездили, посмотрели. Еще поедешь? Давай, без меня только. Я в более рыбные места какие-нибудь отправлюсь в следующий раз. За щукой, наверное, поедем уже точно, да? Со спиннингом, с утреца пораньше. А не вот в такое пекло. Будет у нас щука жареная. Ну а сейчас поползем до берега. Совсем близко осталось. Вот. Жарища. Сегодня самый жаркий день. Вчера было жарко, сегодня рекорд. Бензина хватило нам впритык. Моторчик молодец. Теперь можно его похвалить, что он довез нас. Ну и всем спасибо, кто посмотрел нашу рыбалку такую безрыбную. Надеемся, рыба еще впереди. Всем пока.